Привет всем, кто интересуется удивительным миром животных. Знали ли вы, что бизоны – это не только крупнейшие млекопитающие Северной Америки, но и одни из немногих животных, способны пережить удар молнии. Их мощные толстые шерстяные слои, защищающие их от холода, также предоставляют им некоторую защиту от молнии, ведя ее вдоль их тела и избегая серьезных повреждений. Этот феномен придает бизонам еще более загадочное и впечатляющее величие в мире дикой природы. В мире, где величественные млекопитающие борются за свою выживаемость, бизоны занимают особое место. На фоне древних гигантов, чьи предки были куда крупнее, бизоны выжили в эпоху климатических изменений, сохраняя свою неповторимую грандиозность в современной дикой природе. Американский бизон, безусловно, один из самых крупных копытных на Земле. Размеры взрослого самца впечатляют. Масса свыше тонны, а длина может достигать 3 метров, рост около 2. При внешнем сходстве с зубром, по пропорциям тела и окрасе шерсти, их можно отличить. Даже в своей массивности бизоны обладают грацией. Главная их особенность – внушительный горб, придающий им неповторимый облик. Длинная шерсть, создающая впечатление спутанной гривы, добавляет им аристократичности. Голова быка посажена низко, обладает своеобразным шармом. С темными глазами, широким лбом и узкими ушами. А короткие рога с концами, завернутыми внутрь, добавляют загадочности этому величественному созданию. От черного до темно-коричневого окрас их шерсти меняется, создавая гармонию с окружающей природой. А вот аномальный светлый окрас – это настоящая редкость. Альбиносы встречаются крайне редко, что делает их поистине уникальными и особенными. Исторически, бизоны были для многих коренных народов Северной Америки символом чего-то священного. Для индейцев белый бизон олицетворял собой божество, спустившееся на землю. Их шерсть светло-бежевого оттенка была священным знаком. Но не только внешность делает бизонов такими удивительными. Их способность адаптироваться к жестоким условиям окружающей сражений, их мощь и мудрость – все это делает их поистине величественными вождями мирного царства природы. Представьте себе могучих бизонов, сражающихся за свое место на земле в наши дни. Они обитают в различных местностях, будь то в холмистых районах, на просторных равнинах прерий, в густых лесах или на участках национальных парков. В этих диких уголках нашей планеты эти великаны успешно адаптировались и нашли свой дом. Но, увы, времена, когда огромные стада бизонов мигрировали через просторы природы, стали в прошлом. Теперь мы можем лишь вспоминать о былой величавой красоте этих животных, когда их численность достигала десятков тысяч. Современные стада сократились до нескольких десятков особей. И каждый раз, когда мы встречаем этих замечательных созданий, мы видим маленький кусочек истории, выживший в нашем мире. Молодые бизоны, полные энергии и игривости, всегда находятся под пристальным наблюдением взрослых особей, которые не позволяют им отходить далеко от стада. Хотя у великанов практически нет естественных врагов, тем не менее на телят и старых особей охотятся волки, приближаясь к ним стаями очень близко. Бизон обладает острым обонянием, которое помогает ему чувствовать водоем на расстоянии до 8 километров и замечать приближение врага за 2 километра. Хотя зрение и слух играют второстепенную роль, бизон предпочитает избегать схваток и часто предпочитает бегство. Однако, если напряжение возрастает, животное может перейти в состояние агрессии. Когда бизон возбужден, он поднимает хвост, излучает мускусный запах, издает резкие и устрашающие звуки. В яростном нападении дикий бык сносит все на своем пути, достигая скорости до 60 км в час и способен прыгнуть на высоту почти в 2 метра. Когда все стадо бежит, спастись от разъяренной массы практически невозможно. Но бизон может отступить и бежать, если чувствует преимущество сильного врага. Бизоны, обитающие в Северной Америке, всегда привлекали внимание охотников из числа коренных индейцев. Чтобы справиться с этими гигантами, люди прибегали к хитрости, загоняя их в загоны или пропасти. Охоту на них вели верхом на лошадях. Язык и горб бизона считались особо ценными для индейцев, поскольку в горбу находилось много жира. Индейцы заготавливали их на зиму, чтобы пережить суровые времена. Из шкур бизонов они изготавливали одежду и обувь, а кости использовали для различных предметов домашнего обихода.
Даже помет бизонов служил полезным ресурсом. Его можно было использовать в качестве топлива, а из копыт делали клей. Рацион бизона в основном состоит из растительной пищи, так как эти животные являются травоядными. Чтобы насытить одну особь в день, требуется около 30 килограммов растительности, такой как травянистые растения, злаковые культуры, молодая паросль и побеги кустарников, лишайники, мох, ветки и листва растений. У бизонов, обитающих на равнинах, основную долю рациона составляют травянистые растения степей и лугов. Лесные, напротив, предпочитают употреблять в пищу ветки и листву. Ежедневно стада бизонов собираются у водоемов, чтобы утолить жажду. Дикие бизоны по возможности мигрируют в поисках пищи. В зимний период, когда еды становится меньше, качество их шерсти может ухудшиться из-за недостатка питания. Они вынуждены рыть ямы в поисках корней и стеблей под снежными завалами. Именно из-за этого у многих из них появляются проплешины на голове. А когда поверхность водоемов покрыта льдом, бизоны вынуждены питаться снегом. Бизоны – истинные гиганты среди парнокопытных, обладающие мощным стержневидным телом и непоколебимой силой. Их размер и устрашающий вид делают их непригодной добычей для большинства хищников. Однако даже среди зверей есть те, кто рискует сойти с ними в схватке. Волки, охотящиеся в стае, могут представлять серьезную угрозу, особенно для молодых или слабых особей. Тем не менее, если бизон молодой и сильный, даже стая волков не в состоянии справиться с ним одним. Брачный период у бизонов начинается в мае и продолжается до середины сентября, превращая прерии в арену для эпических поединков и любовных игр. Эти громадные создания не придерживаются моногамии, ведь у самцов создаются настоящие гаремы из 5 самок. В это время стада объединяются, образуя величественные смешанные группы, где каждый бизон стремится покорить сердце лучшей самки. Борьба за внимание самок выливается в жестокие поединки между сильными самцами. Эти битвы не только приводят к серьезным ранам, но иногда и заканчиваются смертью одного из участников. Лобовые столкновения, рычание и грозный рев наполняют воздух, предвещая настоящую бурю. Звуки страсти и борьбы могут слышаться на расстоянии до 7 километров. После спаривания самки удаляются от стада для вынашивания потомства. Беременность длится 9 месяцев, и когда настает время, они ищут безопасное место для родов. Иногда малыши появляются на свет прямо среди стада. Новорожденные телята – настоящее чудо природы. Весом около 25 кг, с мягкой светло-рыжей шерстью и маленькими курносыми мордашками. Несмотря на свою хрупкость, они быстро учатся стоять на ногах и следовать за матерью вперед в новые приключения. Первый год жизни для телят – испытание, так как они легкая добыча для хищников, особенно для волков и гризли. Бизоны внимательно следят за своими детенышами, не позволяя им удаляться от стада и оберегают их от опасностей. Несмотря на все трудности, бизоны продолжают восхищать своей мощью и красотой, олицетворяя дух дикой природы. Спасибо, что погрузились в мир величественных бизонов вместе с нами. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые увлекательные приключения и интересные истории из мира животных. Берегите природу и всем пока!